Всем доброй ночи, а точнее, наверное, уже утро, потому что 5 утра. Я сегодня весь день и ночь работаю. Перед вами змея, волк и ворон. И то, что я буду проводить, я назвала ведьмин котел, а точнее колдовской лес, а еще точнее заклинание английских ведьм. Я сейчас вам объясню, что для чего и так далее. Во-первых, нужно имитировать особый лес колдовской, атмосферу, куда созывается сила, древняя сила, сила змей, которые часто фигурируют в заклинаниях, сила ворона, сила волка. Пусть, ну-ка, иди оттуда. Создается некая атмосфера колдовского леса. Я вам уже говорила, что мы создаем реальность сначала в голове, в мыслях, потом эту реальность воплощаем в обыденной жизни. Итак, за основу взята ритуальная магия английских ведьм. Хочу вам сказать, что я взяла несколько слов из заклинаний английских ведьм из пьесы «Леди Макбет». В пьесе «Леди Макбет» Шекспир использует заклинания ведьм. И говорят, что в основном, во многом из-за этого у него после «Леди Макбет» начались определенные проблемы в жизни, в личной сфере, с властями и прочее, прочее. И долгое время он не мог оправиться от ударов судьбы, которые следовали друг за другом, поскольку он взял оттуда заклинания. Пушкин очень любил брать заклинания, заговоры и использовать в своих поэмах, сказках. Но то же самое, например, «Мимо острова Буяна», «Царство славного Салтана». Вот царство славного Салтана используется в заклинаниях только царство славного Салтана. Там это царство темных сил, куда мы отправляем всякие притки, сказанные, начитанные и так далее. Здесь он как бы это изображал в виде какого-то доброго царя, за что и был наказан, в принципе. Итак, дорогие друзья, здесь используются определенные слова. Тут главное не слова, которые я скажу именно в таком припеве, да, постоянном. Главное то, насколько смогу настроиться, насколько я смогу представить, насколько я смогу эту реальность создать в голове, а потом перенести в реальную жизнь. Ведьмин котел, то, что здесь есть, уже вскипело, но я буду добавлять сверху. Нужно будет вам найти желательно можжевельник, лимон и соль. А все, что в котле уже есть, все, что я туда кинула и сварила, об этом я могу сказать только практикам. Всем подряд я об этом говорить не буду. После того, как будет начитано на котел, после того, как я проведу этот ритуал, это зелье остается до утра. Следующий день берете и во всех углах дома брызгаете. То есть по всему дому, вот все, что там есть, должно быть побрызгано по всему дому. И тогда в ваш дом будут идти и деньги, и слава, и защита от врагов, и защита от нападений, и защита от напасти, и защита от властей, от всего. То есть, по сути, это котел силы ведьмы, защитный котел. То, что принесет ведьме славу, силу, деньги и прочее. Итак, здесь есть некоторые заклинания английских ведьм. Когда они начнутся, я вам скажу. На основе древних английских ритуалов и заклятий я создала свой ритуал. Итак, начнем.
Я возьму котел и свечи и пойду в лес колдовской. Ты услышишь мои речи, будь со мною, стражник мой. В том лесу три зверя древних, ворон, волк и змей гремучий. Три помощника там верных в колдовском лесу дремучем. Я котел свой наполняю и варю бурду в котле. Духов я вновь созываю, о, придите же ко мне. Бурда в нашем понятии что-то такое непонятное, ерунда. На самом деле бурда – древнее название зелья колдовского. Начинается с заклятия английских ведьм. Это взято из леди Макбет, а ранее взято у ведьм Англии. Ты варись, кипи, бурда, ну-ка первую сюда, чтобы было поскорей, обезьяней крови лей. Духи черные с долины, приходите из чужбины. Ты кипи, варись, бурда, ну-ка первую сюда, чтобы было поскорей, обезьяней крови лей. Волк и змей и ворон древний, пусть бурда, что в том котле, станет силой повседневной и поможет в делах мне. Мой котел, благословите, дайте зелью силу духов, и в делах мне подсобите и усильте своим духом. Ты кипи, варись, бурда, ну-ка первую сюда, чтобы было поскорей, обезьяней крови лей. Духи черные с долины, приходите из чужбины. О, кипи, варись, бурда, ну-ка первую сюда, чтобы было поскорей, обезьяней крови лей. В котле сила и защита, зельем в дом мой придет слава. В бурде тайна ведьмы скрыта, эта сила не забава. Ты кипи, варись, бурда, ну-ка первую сюда, чтобы было поскорей, обезьяней крови лей. Духи черные с долины, приходите из чужбины. О, кипи, варись, бурда, ну-ка первую сюда, чтобы было поскорей, обезьяней крови лей. Оставляем до утра. Следующий день. Всем содержимым брызгаем все углы дома. И по всему дому растрачиваем то, что приготовили, сварили в котле. Что там еще нужно добавить, я скажу только практикам. А пока я думаю, что и этого достаточно, что я им подарила. А результат вы сами увидите, какой бывает. Всем удачи и всех благ.